Здравствуйте, я Светлана Ермакова. Существует такая китайская пословица: человек, который сумел сдвинуть гору, начинал с того, что перетаскивал с места на место маленькие камушки. Сложно себе представить, какому количеству ценнейших изобретений, открытий, книг не суждено было бы увидеть свет, если бы их создатели, пугаясь масштаба предстоящей работы, ретировались, даже не приступив к задуманному. Каким был бы наш образ жизни, скажем, без электричества? С каким опозданием мы бы узнавали новости, скажем, без современных средств связи? А уж какой была бы наша жизнь без достижений в области медицины, вообще сложно себе представить. Если человек заведомо не верит в то, что данная цель реализуема и достижима, и даже не пытается ее достичь, то справедливо возникает вопрос: а что поможет увидеть эту цель реализуемой и достижимой? Согласитесь, ответов может быть много. Как один из вариантов – поверить в свои силы, и об этом будет один из следующих роликов. А еще одна альтернатива – дробление цели на небольшие подцели, достижение которых позволит увидеть реальные результаты на пути к желаемому, а значит являться реальным подтверждением того, что цель все-таки достижима. Ведь вы, конечно же, знаете, что нет такой цели, которую нельзя было бы разделить на простые действия. О том, как это сделать, я расскажу дальше. Для начала давайте уточним, есть ли у вас четкое понимание конечной цели, образ того самого слона, который мы будем делить на бутерброды. Если да, тогда следующим этапом задайте себе вопрос: могу ли я это сделать или достичь уже завтра? Если ответ нет, тогда второй вопрос: а что нужно сделать сначала? Ответив на этот вопрос, вновь спросите себя: могу ли я достичь этого уже завтра? Возможно, на этот вопрос вы уже ответите утвердительно, ну а если нет, тогда спросите себя: а что нужно сделать сначала? Как видите, у вас получается весьма разветвленная последовательность действий, тех самых маленьких шагов, из которых и складывается путь к желаемому. Более того, вы увидите, что часть этих шагов можно реализовать уже завтра, а то и сегодня, не дожидаясь, пока у вас будет все необходимое для начала активных действий. Наглядно? На мой взгляд, весьма. И для удобства можно выписать эти маленькие шаги в отдельный план. Однако есть еще один этап в этой технике – это ревизия ресурсов. После того, как вы выписали каждый шаг в отдельную строчку, напротив него сделайте отдельный столбец «Необходимые ресурсы» и заполните их. Это вам даст понимание того, что у вас уже есть, а что нужно активизировать, привлечь, развить и так далее. И если вдруг вы столкнулись с тем, что у вас чего-то нет, то вместо того, чтобы опускать руки со словами «я не могу, потому что у меня нет X», задайте себе два вопроса: как мне достичь желаемого без X и как мне получить X? Ну вот, теперь ваш слон успешно разделен на привлекательные бутерброды, потребление которых позволит вам почувствовать себя. А кстати, как? Как вы будете чувствовать себя, когда увидите, что то, что еще недавно вам казалось нереализуемым и не под силу выполнимым, сейчас кажется вполне достижимым? Логично будет спросить: а что делать, если образа конечной цели пока нет? Как вариант, вы можете прийти ко мне на консультацию, и тогда мы вместе найдем с вами тот самый вдохновляющий образ того, чего хочется иметь в работе, в отношениях, в личной жизни и так далее. Либо вы можете самостоятельно сесть и на время, абстрагировавшись от возможных ограничений, сфокусироваться на том, каким вам хочется быть, где быть, что иметь и так далее. Ну и как писала Барбара Шер в своей знаменитой книге «Мечтать не вредно», а именно оттуда я брала многое для данного сюжета, чем раньше вы начнете добиваться хоть какой-то составляющей желаемого, тем больше энергии у вас останется для всего остального. С вами была я, Светлана Ермакова. До новых встреч!